Здравствуйте, друзья! С вами Андрей и Пластмассовый енот, канал АТП и не только. Сегодня разберем еще один дефект, который возникает в литье под давлением. Воздушные раковины, пустоты. Почему они появляются, как их обнаружить и главное, как устранить. И да, если вы еще не подписались на Пластмассового енота, самое время это сделать. Мы разбираем то, о чем молчат многие. Что такое воздушная раковина? Воздушные раковины – это пустоты внутри отливки, заполненные воздухом или газом. В отличие от усадочных пор, они образуются не из-за усадки материалов, а из-за захваченного воздуха в процессе литья. Важные нюансы. Размеры от микроскопических 0,1 мм до крупных, более 5 мм. Форма – округлые газовые или неправильные, турбулентные. Локализация чаще в зонах с резким изменением толщины стенки, например, ребра жесткости. Важно! Пустоты могут быть замаскированы. Внешняя деталь выглядит нормально, но ломается при малейшей нагрузке. Поэтому нужен контроль на этапе АТК. Где и как обнаруживается дефект? Типичные зоны. Толстостенные участки. В этих местах охлаждение идет медленнее, материал мягкий, образуются раковины. Удаленные от литника области. Расплав охлаждается, застывает и теряет скорость движения. Давление расплава падает, воздух полностью не выходит. Слепые зоны в пресс-форме, где нет вентиляции, то есть свободного выхода воздуха. Методы обнаружения. Визуальный осмотр, если раковина близко к поверхности. Рентген либо КТ-сканирование для скрытых дефектов. Разрушающий контроль, разрез детали. Причина возникновения воздушных раковин. Настройки ТПА. Слишком низкие давление и скорость впрыска. Поток расплава, протекая по полости пресс-формы, остывает и становится сложнее вытеснить воздух из формообразующей. Слишком высокая скорость впрыска. Воздух не успевает покинуть полость формы при движении расплава. Он сжимается, перегревается и образуются пустоты в изделии. Турбулентность расплава образует воронки, захватывающие воздух. Недостаточная выдержка под давлением. Воздух не успевает выйти через вентиляцию, не хватает времени для дожатия материала в дальних остывающих участках изделия. Недостаточное противодавление загрузки, большое значение декомпрессии, отвод шнека после загрузки. Воздух может находиться в материале до впрыска и далее проявляться в виде пустот на изделии. Конструктив пресс-формы и изделия. Отсутствие вентиляции в пресс-форме. Воздух заперт в карман. Нет выпаров в пресс-форме или они забиты. Воздуху некуда выходить. Он остается в полости формы, сжимается и в изделии образуются пустоты. Вид литниковой системы и точек впрыска. Неоптимальный конструктив литниковой системы при быстром впрыске может вызывать завихрение расплава, что способствует захвату воздуха. Вид, место впуска материала в изделие также может влиять на образование раковины и пустот. Слишком тонкий впускной литник может замедлять пролитие изделия и не позволять как следует уплотнить материал и выгнать весь воздух в дальних точках. Используемый пластик. Попадание влажных гранул. При нагреве вода превращается в пар, а уже он образует пустоты в изделиях. При использовании вязких типов пластиков пролитие изделия усложняется, что может приводить к возникновению пустот. Использование газообразующих пластиков, например, вторичный пластик с примесями или газообразующими добавками. Их наличие может привести к образованию раковин в изделиях. Последствия дефекта. Потеря внешнего вида изделия, потеря прочности, риск разрушения под нагрузкой, дополнительные затраты на контроль и утилизацию. Методы устранения и профилактики. Оптимизация процесса литья, увеличение давления и скорости впрыска. Проблема. Низкое давление и скорость не выталкивает воздух из формы. Решение. Поднимите значение постепенно, шаг 5-10 бар или процентов, контролируя появление облоя. Золотое правило. Давление должно быть на 10-15% выше минимального для заполнения формы. Как проверить? Используйте датчики давления в форме, если они есть. Анализируйте полученные изделия после каждого изменения. Снижение скорости впрыска. Получение ламинарного течения расплава. Проблема. Высокая скорость создает турбулентность. Воздух смешивается с расплавом. Решение. Переключитесь на многоступенчатый впрыск. Первый этап – медленное заполнение 85-95% изделия. Второй этап – дожатие, выдержка под давлением на низкой скорости. Оптимальная скорость зависит от материала и конструкции изделия и подбирается опытным путем.
Увеличение параметров выдержки под давлением. Удаление воздуха в самых дальних участках изделий. Проблема. Низкое давление и время уплотнения выдержки после впрыска. Воздух не полностью вытесняется. Решение. Поднимите на 10-20% давление выдержки. Увеличьте время выдержки или добавьте дополнительную стадию выдержки. Увеличение противодавления загрузки и уменьшение декомпрессии шнека. Удаление воздуха из шнека до начала впрыска. Проблема. Отсутствует противодавление загрузки. Декомпрессия излишне большая. Воздух поступает в изделие при впрыске вместе с расплавом. Решение. Поднимите до 0,5-1 мегапаскаля по манометру противодавление загрузки. Сократите расстояние перемещения шнека назад декомпрессию после загрузки. Вакуумирование формы. Принудительное удаление воздуха, если есть система вакуума. Как это работает? Вакуум высасывает воздух из полости формы до впрыска. Параметры. Разрежение 0,5-0,9 бар, зависит от размера формы. Время откачки 2-5 секунд перед впрыском. Ограничения. Не все ТПА поддерживают вакуум. Требуется герметичность формы. Доработка пресс-формы. Добавление вентиляционных каналов. Глубина 1/100-3. Где размещать? В тупиковых зонах, где скапливается воздух. На линиях разъема формы. Параметры каналов. Глубина 1/3 мм, тоньше волоса. Проверка. Нанесите коптильную свечу на форму. Дым должен выходить через каналы. Перераспределение литниковых каналов и впускных литников. Цель – направить поток расплава так, чтобы воздух вытеснялся к вентиляции. Минимизировать возникновение пустот в толстостенных изделиях. Варианты. Веерные литники для равномерного заполнения. Тоннельные литники для удаленных зон. Располагайте впускные литники ближе к толстым участкам детали. Ошибка. Литник напротив глухой стенки, как следствие, воздушный мешок. Работа с материалом. Качественно производите сушку пластика для удаления влаги из гранул. Использование дегазирующих добавок. Примеры. Минеральные наполнительные. Тальк снижает газообразование. Дозировка. 1,5% от массы материала. Выбор менее вязких марок для сложных деталей. Нагрев формы до рекомендуемых температур для снижения вязкости расплава и предотвращения раннего затвердевания. Для сложных деталей вместо АБС лучше использовать АБС плюс поликарбонат. Улучшается текучесть. Вместо полиамид 6 использовать полиамид 66. Меньше пустот. Воздушные раковины – это не приговор, а сигнал к оптимизации процесса. Начните с проверки материала и настроек ТПА. И вообще, лучший брак тот, который не произошел. Если видео помогло, ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди еще много полезного. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.